Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сейчас 7:20 утра. Я встала где-то в 6:20 примерно. Ну и, в общем, собираюсь в студию. На улице мое любимое время суток, когда еще темно. Темнота мой лучший друг. Я уже сходила в душ, сделала маску для лица. Сейчас буду готовить завтрак. И как раз в прошлом видео говорила, хотела маникюр подправить. Ну, в общем, вечером на ночь глядя не стала. Займусь этим сейчас. Сейчас буду упаковывать вот эти печеньки для ученицы. Я всех видов по 2 штучки положила. Вот, кофе сегодня попить. Глазурь застыла. Сначала это сложу в пакет. Я только еще не решила, будет это бумажный пакет или пакет такой обычный. А уже после положу вот в такой пакетик. Но это как бы не подарок, это просто такое рождественское угощение, потому что подарок я уже подарила. По итогам печенек достаточно много, и они сюда не поместятся. Сюда я потом в следующий раз положу шоколадку ручной работы. Вот, а это сейчас еще возьму такой пакет бумажный, ну и вот вручу. По итогам вот так решила упаковать в такой пакетик. Я вообще люблю такую упаковку. Это пакеты для завтрака. И сюда я декоративный скотч наклеила. Он легко отклеивается. Ну и в общем вот так. Пока завтрак остывает, я буду быстренько краситься. Уже нанесла вот это масло. Маникюр подправила. Ну, каша мне не зашла, и получилось очень много. Я ее, мне кажется, даже не доварила, но как бы, просто воды больше добавила, и есть не хочется. Поэтому больше половины пойдет собаке, так немножко поем. Сделала себе яичницу, не знаю, тоже, скорее всего, что-то мне никак сегодня. Хотя у меня настроение очень хорошее, но есть я не хочу. Кофе у нас с ученицей, подарки. Утречко приятное. Гуляю в парке Ходынское поле. Ну, я уже давно гуляю, потому что мы с 10 до 11 занимались с ученицей. Сейчас 17:54. Вот, пошел снег. Ну и хотя бы не так холодно, как было изначально. Вот такая красота. Очень нравится. Я, честно говоря, еще себя плохо чувствовала полдня, а сейчас как-то стало легче. Вот, поэтому решила поснимать, потому что сначала я думала, я вообще прогулку прекращу довольно-таки быстро, а такое со мной редко бывает, потому что я когда сюда попадаю, то мне как бы всегда хочется гулять как можно дольше. Ну вот сегодня что-то не задалось. Я даже не пошла покупать кофе, я вот там покупаю. Но в этот раз не пошла. Трамвайчик. Я уже дома, и вот буду пить чай с пирогом, который мне ученица принесла. Не стала я его перекладывать на блюдечко, пусть так. Пирог очень вкусный, такой рождественский. Ну, это кекс, как бы. Вот, очень понравился. Утром я съела кусочек на занятии, и вот один сейчас. Ну, а сейчас покажу, что мне подарила моя ученица. Так, подарила мне вот такой набор. Кстати, лак
для ногтей все-таки сползает. То есть он реально не от бытовой химии, не от чего, а именно вот сам по себе сползает. Так, ну, в общем, подарила вот такой набор гелей для душа. Здесь один расслабляющий с лавандовым ароматом, ну, как раз вечером, например, а второй тонизирующий, цветочный аромат. Действительно пахнет лавандой, ну, а это такой, в общем-то, я бы сказала, классический аромат Фа. Ну и упаковка классная, так что огромное спасибо. Мне нравится. Вот флакончик такой вот. Он непрозрачный. А второй флакончик, сейчас тоже посмотрим. Ну, я уже открывала, нюхала, я просто как забыла, как он это. Вот, да, он прозрачный. Да, и этот еще перламутровый гель. Вообще классно. Так, но это еще не все. Также мне Юля подарила крем от Флорисан, питательный для рук и тела, гиалуроновая кислота и масло зародышей пшеницы. Вы знаете, мне этот крем понравился, ну, по крайней мере, на первый взгляд. И объем здесь 250 миллилитров. Чем он мне понравился? Ну, он прям такой... Я вообще люблю крем, чтобы он был белый-белый. Вот. По аромату очень приятный. В нанесении тоже очень даже неплохой. И, как мне кажется, я им буду с удовольствием пользоваться. Кстати, упаковочка классная. Дело в том, что вообще Флорисан, как и Гарньер, например, мне не подходит. Но... по крайней мере, Флорисан есть некоторые продукты, которые мне понравились. Когда-то я у них купила массажное масло в Ашане с ароматом то ли корица-апельсин, то ли бергамот с корицей, не помню. Масло было очень классное и совершенно шикарным ароматом. Но после я так и не смогла найти это масло. А потом я как-то брала, кажется, набор для депиляции, что-то в этом роде. Сам набор оказался плохим, а вот крем, который к нему давался, очень хороший. Ну и вот этот крем мне понравился, так что буду пользоваться с огромным удовольствием, спасибо. Ну и в качестве сладкого подарка был Дед Мороз вот такой, точнее это Санта-Клаус, по-моему, да? Мне так кажется, ну да. Кит-кат. Короче, классно. Тоже спасибо огромное. Вообще отлично. Ну и вот мы обменялись еще такими вкусняшками. Так, это я взяла на пробу от марки «Каждый день» средство для мытья стекол и зеркал. Стекла и зеркала я мыть не собираюсь. Я столешницы протирать, потому что обычно я беру фикс прайс от Люпин и пополам развожу с водой и, в общем, пользуюсь. Ну, а тут я подумала, вот это средство, правда, 500 миллилитров, там, по-моему, 750, наверное, ну, неважно, ладно. Короче, 37 рублей стоит, и если брать вот без распылителя, без этого, сменный блок, то вообще будет 34 рубля. Решила взять на пробу, потому что когда-то он у меня был, но мне кажется, я его даже не доиспользовала, потому что для стекол и зеркал, кажется, мне не понравилось. Но могу ошибаться, то есть точно был, но по какой причине не использовала, я не помню. Буду ли я разводить это средство или нет, не знаю. Посмотрим. Но мне, кстати, понравился аромат, он у него очень приятный, кстати, очень приятный. Ну... Еще я взяла для собаки именно на сегодня как разовую акцию корм в банке, потому что я вчера поняла, что у него, в общем, суп закончился, и куриных спинок в запасе не было. Уже было позднее время, естественно, не бежать же покупать. Ну и сегодня я как бы купила в Ашане суповой набор, но я бы даже успела сварить, но, честно, мне не хотелось этим заниматься, поэтому варить я буду завтра, а сегодня ему вот этот купила. Но он съел с удовольствием, собственно говоря. Ну, вот, сейчас банку выброшу. Ему понравилось. Ну, потому что он что-то последнее время неохотно ест
курятину, ну, как бы понятно, он постоянно ее ест, и хоть я его всем балую, но ему хочется же разнообразия. Также я повторила по 6 рублей с копейками покупку вот этих шариков. В тот раз было мало фиолетовых, взяла, и вот это взяла. Так, что еще? И еще я взяла на пробу от марки «Каждый день» соевый соус классический. Там, в общем, он стоит 5 с чем-то рублей, а большая бутыль, прям очень большая, стоит 88 с копейками. Но дело в том, что там рядом стоял соевый соус сенсой в такой красивой бутылочке. Я не помню, сколько он стоил, ну, может быть, 40 с чем-то или 50 с чем-то рублей. Но я сравнила состав один в один, просто одинаковый состав, слово в слово. Ну, а раз слово в слово, я подумала, что можно и начать с марки «Каждый день», вдруг хороший. Но поскольку есть такие вот сашетки, я взяла, попробую. Если меня устроит, то тогда я возьму большую бутыль. Ну, а если не устроит, тогда повторю то, что брала раньше. Вот. Ну, хорошо, что есть такие сашетки. Но, кстати, у марки «Каждый день» очень неплохие бывают продукты. И вот я всегда хвалю томатную пасту в таких пакетиках маленьких, там по 70 грамм, и в больших пакетах, но говорю, что в банках консервированных покупать не стоит. Состав плохой. Поэтому попробую, может быть, неплохо. Сейчас 8 утра, села завтракать. У меня на завтрак сегодня манная каша на воде и котлеты. И соевый соус. Это очень вкусное сочетание, но вообще по рецепту положенные котлеты жареные. И вот этот вот, ну, то, что остается на сковородке, как бы нужно полить кашу. Но я ничего жареного не люблю. То есть я могу сделать драники иногда, но это скорее исключение. Поэтому у меня паровая котлетка, даже из индейки, кстати. Но все равно очень вкусно. Пока у меня еще ученица не приехала, ну, я узнала, когда будут, и я решила до Фикс Прайс сходить, там хлебцы, кернеры купить. Ну и вот, кстати говоря, чем отличаются даже наши парки, скверы от парка Ходынское поле. Вот видите, везде лед. Скамейки вообще сугробами завалены. Мусорные бачки завалены. И вроде как хочешь, так и ходи. Вот тоже. Ни дорожек, ничего. Полное безобразие. Я сегодня вышла вот в этих. Я с собакой гуляю обычно в них. Мне они нравятся. Я не помню, говорила или нет. Они у меня под шубу, под серую. Но они сзади уже попачкались. И я их не смогла отстирать. Причем я не знаю, в чем они могли так изгваздаться. Я постоянно их протирала. И ходить в них уже, конечно, так неприлично. Но вот до магазина можно. Вот. Ну и обычно такая обувь. Ну, короче, явно не для дальних походов, хотя, конечно, вот симпатичные. Вот, но декатлоновские лучше. Короче, вот так вот здесь ходить. Это как бы зеленый парк, но на самом деле это такой сквер. Не думаю, что в Кусково лучше. Поэтому предпочитаю парк Ходынское поле. Там все для людей. Я уже дома и хотела вам показать, ну вот вчера покупала вот это средство для стекол и зеркал.
Ну и могу сказать, что в принципе для моих целей оно подходит, к тому же оно приятно пахнет. И пока я не заметила, чтобы аромат трансформировался. Это большой плюс, в отличие от фиксовского, например, потому что там сначала пахнет приятно, а потом, видимо, отдушка выветривается и появляется какой-то аммиачный запах. Нет, я, конечно, понимаю, что средство для стекол и зеркал, ну, что-то подобное содержит, возможно. Вот. Но здесь очень приятная отдушка. Единственное, какой минус, это неудобная упаковка, как оказалось. В том смысле, что вот здесь я хорошенько все закрутила, но при этом, ну, во-первых, сама бутылка вот такая мягкая, когда начинаешь вот сюда нажимать, продукта выдает мало, но при этом течет отсюда, и бутылка очень сильно вот так вот, ну, короче, деформируется. Это неудобно, я буду переливать. Но я как бы не в претензии к производителю, потому что реально средство стоит очень дешево, и, ну, как бы, еще и бутылку с них требовать какую-то классную, ну, глупо. Поэтому я перелью в более удобную. В следующий раз буду уже покупать просто сменные блоки за 34 рубля. Вот. Ну, а насчет, опять же, разводить, не знаю. Посмотрим. В целом, пока я всем довольна. Наконец-то к вечеру выбралась ТЦСК, это Савеловская, вот метро впереди, вокзал. Так, я вот тут вот иду всегда. Ну, здесь не только я хожу, но, прямо скажем, есть более приличные места, но не идти же ради этого в обход. Сейчас уже 17:57. Я люблю вечером гулять. Мне нравится. Извините за тряску. Я потом прослушаю, если как-то звук плохой будет, тогда озвучу. Сейчас на светофоре перейду на другую сторону и прямо. Потом налево. Вообще, если бы я вышла пораньше, я бы, наверное, зарулила бы в главный фикс-прайс. Ну, может быть, я это сделаю на днях. Потому что мне все равно нужно будет выбраться в магазин еще разок. Так, меня кто-нибудь пропустит? Ну, понятно. Вот эти строения мне прям очень не нравятся, ярмарки. Московские ярмарки. Магазин. Музыкальные инструменты. Там впереди еще. Вот здесь мне уже прям гораздо больше нравится ходить. Но я, кстати, не поснимала Новослободскую. Вот. Это у нас Масловка. А по Ленинградке так я вообще люблю ходить. Кстати, что я встала, непонятно. Да, Нижняя Масловка. Я просто обычно вообще никогда не смотрю на названия улиц, тому подобное. Хожу по одному маршруту. Иногда меняю. Но я, в принципе, сейчас уже довольно неплохо ориентируюсь. Я вообще люблю пешком ходить.
прайсы. Не помню, включила я стабилизацию или нет. Сколько уже хожу мимо магазина, и все никак не зайду. А вот, кстати, там впереди у нас магазин «Фамилия» и «Фикс Прайс». Не хотела, в принципе, идти в «Фамилию», но сегодня скидки. Понедельник, 7%. Поэтому все-таки зайду. Посмотрю. Может быть, что-то еще интересное будет. Фикс Прайс и потом уже на ЦСКА. Подхожу к метро «Динамо». Была в Фикс Прайс, но я там себе батончик мюсли только купила. Вот. Потому что действительно решила сходить в главный магазин, но чуть позже. Красиво здесь. В Арена Плаза не буду заходить сегодня, потому что уже 18:58. Достаточно я припозднилась. Поэтому даже как я привыкла по аллейкам походить 2 раза, не получится. В одну, в другую сторону по всем аллеям и в магазин надо. Вот завтра, возможно, еще выберусь уже пораньше. Ну вот уже метро «Динамо». Вот Арена Плаза. Тут, конечно, здорово. Ну, по крайней мере, мне нравится. Но вот здесь значительно прохладнее. Ветер уже довольно сильный. Вообще просто ветрище адский. Но все равно решила немного вам поснимать. Припозднилась, конечно, я глобально. Сейчас я пойду возьму себе кофейку, погуляю. Ну, я как такового к празднику прям глобально ничего покупать не собираюсь, поэтому я всегда беру примерно одно и то же, поэтому ничего страшного. Вот. Это тут задворки авиапарка. Вот. Короче, сейчас пойду кофе покупать. Ну, точнее как, он у меня бесплатный. Просто деньги списываются и сразу возвращаются баллами. А ими уже можно потом оплатить следующую покупку. Вот, и потом сюда пойду гулять. Здесь, конечно, гораздо холоднее. Ветрище. Прям бомбическое место я выбрала ходить. Ну ладно. В принципе, мне даже здесь нравится. Ну вот, мне сейчас дорогу перейти. И вот в этом здании коричневом 5. Ну, здесь она хоть и маленькая, но в целом нормальная.
единственный ассортимент кофе небольшой. Но эспрессо и американо есть, и слава богу. Вот. А вот уже та пятерочка, которую я обычно прохожу, и мне довольно-таки удобно, там большой ассортимент кофе, но она очень плохая. Ну, потому что это именно формат на лету. Полное самообслуживание. Я уже пришла домой. Сейчас покажу вам покупки. В парке я ничего не снимала в этот раз. Ну, потому что я сегодня из дома поздно вышла, и я прям вот впритык везде все. Ну, как бы у меня не было таких срочных дел, чтобы я что-то там не успевала. Но домой я приехала уже в 12 часу ночи, поэтому вот. И сейчас снимаю видео, а на часах 0:41. Поэтому я уже не стала ничего там снимать. Ладно, буду показывать покупки. Начну, правда, я с покупок из магазина «Фамилия». У меня было всего 2 покупки. Это были 2 книжки, они были одинаковые. Вот такие вот детские. Называются «Готовим с пастой Нутелла. Юный шеф-повар». Они в твердой обложке. Так, я прошу прощения, я задела микрофон. Ну вот. Я посмотрела, меня очень привлекла цена в 39 рублей. Вообще супер. Вот. Я взяла одну... Вообще изначально-то я хотела даже для себя, но потом подумала, что... Ну, тут в основном все действительно вкусняшки, которые я хоть и ем, но не в большом количестве и так далее. Поэтому я решила, что это хорошо будет на подарок. Сначала одну я взяла для своей маленькой ученицы, ну, просто как небольшой презент. Новогодний подарок я подарила, но думаю, вот после новогодних праздников увидимся и вручу вот такую штучку. Но вдруг будет интересно, даже если сейчас не интересно, то через какое-то время родителей будет баловать вкусняшками. А потом смотрю, еще одна такая книжка лежит, но, к сожалению, было только 2. И я взяла на подарок дочкам своей подружки. Ну вот мы с ней с собаками гуляем, у нее 2 дочки, и одна вроде как интересуется всякими приготовлениями, но я им там подарю тоже вкусняшки, и одну на 2 вот книжку подарю. Пусть будет, тоже может быть интересно. Тем более, что они, я знаю, любят там вместе что-то готовить и так далее. Вот. Ну и помимо того, что она стоила, эта книжка, 39 рублей, она еще со скидкой 7% была. Здесь вот смотрите, достаточно, они все цветные странички. Шрифт очень крупный, вот. Ну, я считаю, что для детей это здоровская книжка. И полистать интересно, и почитать, и что-то приготовить. Вкусненькая из таких подручных средств. Видите, тут шоколадная паста, семечки, там вафельная крошка. Ну, короче, такое. Вот. Жаль, конечно, не было еще одной. Я бы тогда могла бы и... Ну, я... еще бы одну бы взяла и, например, Оксане в посылку вложила для ее девчонок. Ну ладно, посмотрим, что-нибудь, может, еще найдется. Потому что я, в принципе-то, не затем вообще туда ходила. Это уже так чисто вот попалось под руки. Вот. Дальше я, как всегда, зашла в пятерочку там за своей чашечкой кофе. И у них сломалась кофемашина. А я думала, что я сегодня же себе такой день неполезности решила устроить. И я думаю, возьму свежую выпечку, тем более у меня повышенный кэшбэк, или шоколадку, или то и другое, потому что сейчас уже у меня тяга к шоколаду. У меня же вот какое-то время назад прям была резкая тяга к шоколаду из-за нехватки витаминов. Сейчас я их пью, и я уже к этому стала спокойнее относиться, но
как раз вот именно сейчас самый момент устроить себе расслабон и догнаться вот этим сладким, дать фору организму там вот в пару дней, и за это время организм еще больше витаминами наполнится, и как бы вопрос будет снят. Ну вот. Но я пришла, кофемашина не работает, выпечка к концу дня, хоть и свежая, но чего я хотела, не было. Я просто не хотела как раз из выпечки что-то сладкое. Потому что там был с яблоком слойка, а я, во-первых, слойки не очень люблю из-за того, что, ну, на ходу есть они все крошатся, и с яблоком я пирожок ела. Вот. Я думаю, ну и шоколадка уже отпала. Вопрос в этом, я думаю, я уж лучше в Ашане какую-нибудь маленькую куплю и съем. Ну и я вспомнила, что я хотела эти кукурузные палочки, короче. Ну и мне в приоритете было, чтобы кукурузные палочки были, знаете, такие в маленькой упаковке. Все-таки в Ашане они хоть и вкусные, но там 80 грамм, а я схватила первые попавшиеся 50 грамм палочки. Я их там буквально немножко, кстати говоря, съела на прогулке, а большую часть привезла и ушастику угостила, он схомячил с удовольствием. Ну, вернее как, сначала он морду скрутил, а я говорю, ну, ты ешь или я все съем. После этого он схомячил. Вот. Чё я так подробно рассказываю? Ситуация, конечно, вообще трэш. Я взяла эти палочки и пошла на кассу самообслуживания. А там была очередь, а на кассе освободилась. И мне продавщица так кассирша настойчиво говорит, ну, чтоб я подходила к ней. Ну, я думаю, ну, а чё нет-то, ради бога. Подхожу, подаю свою карту, к которой у меня подписка подключена. А она, знаете, так вот берет эти палочки и с таким пренебрежением говорит мне, у вас покупка на 8 рублей. Берет мою карту и тут же мне ее отдает. Типа, я не буду ее пробивать, вам даже рубля за это не начислят. Я говорю, пробивайте, ну типа, короче, что у меня пакет подключен. А она говорит, а мне все равно. Представляете? И не стала мне мою карту пробивать. Ну, то есть, а у меня, ну, во-первых, как бы за нее все равно положены баллы, плюс у меня повышенные баллы. К тому же в личном кабинете можно любой товар оценивать и за это получать еще баллы. Но я уже настолько за этот день находилась, там у меня было масса дел, я что-то сначала в такой прострации взяла карту, заплатила эти 8 рублей и вышла. А вот на свежем воздухе, знаете так, глоток свежего воздуха, я думаю, стоп, это что за дела такие? Я тут же фотографирую покупку, чек и отправляю в WhatsApp жалобу. Ну, короче говоря, жалобу оформили, прислали мне номер обращения, передо мной извинились и начислили мне 1000 баллов. Это, в общем-то, 100 рублей. Так что вот эта вот 8-рублевая покупка принесла мне 100 рублей за моральный ущерб. Вы знаете, я как бы купила, во-первых, не глядя, во-вторых, я прекрасно знаю, что у любой внутренней марки есть качественные продукты, и я, например, знаю, какие это продукты, и я их беру. Иногда у них состав идеальный, а иногда бывает состав вредный, но они все равно вкусные, и я беру. Но знаете что? Это мое личное дело и их товар. Соответственно, я пришла, заплатила деньги, я была вежлива, почему со мной такое обращение. И опять, это мой выбор. А бывает так, что люди живут очень скромно, например, да, и, может быть, у человека нет возможности, может, он что-то одно пришел купить. И что же, это ему так хамить? Слушайте, это безобразие. А тут вообще, понимаете, глупость. Я пришла потратить большие деньги, вынуждена потратила меньше, ну, потому что ничего другого мне было не надо, и как бы, да, там кофемашина сломана у них, все дела. И меня так обхамили, это вообще. Ну, то есть она не то, что, ну, как бы вот это вот, знаете, так мне карту брезгливо отдает, вот это вот все отвратительно. Кстати говоря, о дешевых покупках, я потом зашла в Ашан, и у меня тоже были продукты внутренней марки. А почему нет? Они хорошие. Вот, например, я затарилась молоком, потому что так или иначе я сейчас включила в рацион молоко. Вот это вот 1,5% жирности, 200 миллилитров. Я беру именно по 200 миллилитров, по 17 чем-то рублей, потому что мне этой упаковки хватает на 3-4 дня.
Потому что я его не пью, а именно вот добавляю в какао. Так, ушастик, не мешай снимать видео. Иногда делаю кашу на молоке, и мне лучше вот такая упаковка, чем большая. Хотя я в прошлом месяце покупала один пакет и даже куплю в этом. Точно такой же, только большой. Там 970 миллилитров, но это именно если я что-то глобальное захочу приготовить. Я взяла таких упаковочек, сейчас скажу сколько, 8. Вот, я взяла сразу на месяц. Ну, я не знаю, я так сейчас все равно из сумки все доставать, поэтому вот. Состав здесь нормализованное молоко. Ну, мне лично нравится, потому что вот какое-то натуральное, фермерское я не очень признаю, потому что мне запах молока, ну, как бы не совсем. А здесь меня ничего не смущает, как говорится. Так, извините, я шуршу, забыла, что у меня микрофон сюда направлен. Потом я приобрела 2 упаковки плавленного продукта с сыром по 200 грамм. Ну, тут состав такой себе. Прям такой себе. Но по вкусу очень классно. Цена вообще невысокая, 39 рублей с копейками. Но дело в том, что первое время мне так понравилось, я по чуть-чуть каждый день ела. А сейчас мне уже, как бы, знаете, нравится, но и как бы сильного желания нет. Поэтому я взяла 2 упаковки и, ну, на месяц хватит, а кто знает, может, мне и на больше хватит. Так, чисто символически, по чуть-чуть. Дальше я взяла авокадо. Хас 99 рублей 99 копеек. Ну вот взяла 2 упаковки. 2 штуки здесь в упаковке. Возвращаясь к марке «Каждый день», мне понравилась у них вареная колбаса, чесночок называется, 400 грамм. Тоже цена какая-то вот примерно такая же, рублей 40 что ли. Ну тут что, мясо куриное, белковый стабилизатор, вода, соевый белок, крахмал, шпик. Нормально вообще. Вот, я взяла 2 штуки. Я в этом вообще ничего плохого не вижу. Потому что, ну вот мы как раз недавно с ученицей обсуждали то, что есть, вот, например, в пятерочке красная цена. Когда появилась сметана, я ее сегодня, кстати, покупала, она была хорошего качества. Потом она стала отвратительная, стала такая кислить и комками. И мы ее брать перестали, довольно долгое время не брали. А сейчас я взяла, она потрясающе вкусная. И срок годности у нее после открытия 24 часа. Ну, на самом деле, она и 3 суток может спокойно храниться, если туда грязной ложкой не лазать. Вот. Творог, вот 9% он невкусный, а обезжиренный очень вкусный. Поэтому, ну, как бы, а почему нет? Как бы нормальный состав. Дальше я взяла в Ашане, значит, путасу неразделанная, 800 грамм, 94 или 97 рублей. Вот. Так, это я сразу сейчас пока на пол уберу, и потом надо в раковину положить, все это разделать. Но разделывать завтра буду. Так, что у меня тут еще есть? Еще молоко. Вот. Вот, кефир, кстати. Кефир везде подорожал. И где-то месяц стоил вот 52 рубля. Сейчас ценник снова опустился до 40 рублей. Ну, потому что люди неохотно его брали. Кстати, кефир очень вкусный. Здесь, как видите, литр. Ну что ж, они опустили цену, молодцы. Они ж еще и акции всякие зажимали, скидки. Я взяла 2 упаковки. Тут, значит, дата производства 23 декабря и годен до 6 января.
прекрасно. Вот взяла, пусть будет. О, еще одна пачка молока. Так, взяла я батон вот такой колбасы сырокопченой «Фантазия». Она очень классная. У меня на, значит, 364 грамма. Это где-то на, ну, около 200 рублей. То ли 160 чем-то, то ли 180 чем-то. Я не помню. Дальше я взяла яйца. У меня еще те есть, но взяла еще 199 рублей за 30 штук. Сметанина. Вот. Только, ух ты, категория отборная. Ну, вообще классно. Супер, пусть будет. Буду что-нибудь печь. Так, следующее, что я взяла. Сейчас покажу. Решила взять от вот этой марки «Печем дома» пирожная картошка, готовая смесь. Вот, не требует выпекания. Ну, сделаю. Цена была, по-моему, 57 рублей. И здесь, сейчас скажу, 200 грамм. Следующее, что я взяла, это была гвоздика. Марка «Каждый день» по 8 грамм. Я взяла, по-моему, 5 штук. Я ее сразу буду перемалывать в кофемолке. Вот прям все-все-все выпотрошу, перемолю, чтобы это было именно мелко. Потому что если одну-две упаковки для кофемолки, это мало. А мне нужно, чтобы измельчить качественно и мелко, да. И одну упаковочку я взяла плавленного вот этого сыра шоколадный. Он очень классный, но это я в тот раз, в том месяце взяла на пробу одну упаковку. Ну, в общем, мне ее на месяц хватило. Я буквально вчера подъела. Взяла кокосовую стружку. Гвоздика стоила 12 рублей с копейками. Кокосовая стружка, мне кажется, по чеку посмотреть, но мне кажется, рублей 20, может быть, плюс-минус. Не знаю. Так, потом вот этот ванильный соус взяла. Он у меня есть. Я его когда-то покупала по 6 рублей. Кстати, давайте-ка я посмотрю по чеку для интересно, потому что я еще хотела, когда пробивала, посмотреть. Не в смысле, что я бы его не взяла, но просто интересно. Так. Соус ванильный. Ну так и стоит. 6 рублей 99 копеек. И для каши я взяла сосиски вот эти. Для каши прекрасный вариант. Так вот я их не отваривала, поэтому не знаю. Хороши, не хороши, потому что кашу я делаю с соусом соевым. Для выпечки потребуется сахарная пудра. В тот раз я брала по 50 грамм в Верном. Но я не помню, поскольку так ушастик чихает. Я не помню, поскольку я ее брала. Но вот это вот за 250 грамм 28, кажется, рублей. Сейчас тоже посмотрю, если кому интересно. Так. Сахарная пудра. 28 рублей 98 копеек. Шикарно. Идеально. Так, следующее, что взяла. Так, тут еще гвоздика. Так, следующее я взяла. Это желудки. Такие Петруха. Для ушастика на Новый год. Ну, как раз-таки 31-го дам. И 1-го ему дам. Будет ему праздник. Он любит. Ну, кипяточком обдам. И замечательно. Сейчас я их разделю как раз на 4 части, чтобы 31-го утром и вечером дать. И 1-го то же самое. И в морозилку. А потом немножко кипятком обдам. И будет самое то. Они стоили... В общем...
128 рублей 99 копеек за 550 грамм. И для себя я еще взяла печень. Вот. Это Моссельпром. Цена за килограмм 264 рубля 99 копеек. У меня было 787 грамм. Это 208 рублей 55 копеек. Я обычно сейчас тушу ее, ну тоже без масла, без каких-то там, без соли. Тушу с луком только. Ну и воды наливаю. Ну и как-то вот просто лежит в холодильнике, на 3-4 дня хватает, но я, честно, всегда боюсь, а вдруг испортится. Поэтому я решила завтра вот это вот, и то, что у меня еще в заморозке с прошлого раза, я это все потушу, разложу по маленьким порциям и заморожу, чтобы каждый день, когда я там, допустим, буду, салат делать и еще что-то, я буду размораживать и добавлять. Конечно, я почему-то сначала подумала, что буду к тушеным овощам добавлять, и все это будет быстренько размораживаться. Вот. Но сейчас я понимаю, что это у меня печень-то идет обычно со свежими овощами. Ну, просто утром буду доставать и все. Порцию. Так точно ничего не попортится. Вот. В общем, как-то так. И еще я взяла, как ни странно, маргарин. Но маргарин очень, он очень дешевый, кстати. Халяль, ГОСТовский. И в целом у него как бы, ну, состав, я вам сейчас я прочитаю состав. Ну, на первом месте, конечно, стоит, в общем, масла растительные дезодорированные, в том числе модифицированные. Это, конечно, с одной стороны не очень хорошо, но вот так, чтобы тут написано было там пальмовое масло, еще чего-то, как бы такого нет. Дальше идет вода, сливочное масло, эмульгатор, соль, консервант, регулятор кислотности, лимонная кислота. Вот. Краситель куркумин и ароматизатор. Может содержать следы продуктов переработки сои. Ну, суть в том, что вот он ГОСТовский, и вы знаете, с ним получается очень хорошо готовить. Потому что бывают такие случаи, кстати, даже с маслом. Я помню, я делала какой-то пирог, там, ну, в общем, песочное тесто. Я помню, то ли я маргарин брала какой-то вот, ну, дорогой, ну, из того, что вообще возможно, брала дорогой, то ли масло какое-то тоже недешевое брала. И я помню, один раз я взяла, у меня все получилось, потом я несколько раз вот то же самое взяла в другом магазине, и просто у меня ничего не получалось, то есть это от качества зависит продуктов. Вот этот я один раз взяла на пробу, думаю, что мне нужно было проверить один рецепт, и мне, честно, было жалко там тратить, например, масло, думаю, вдруг не получится, потому что рецепт был из интернета. Но все получилось, и по вкусу прекрасно. А стоит он за 150 грамм 20 чем-то рублей. Ну и как бы я взяла еще вот несколько упаковок, пусть лежит в этом самом, в морозилке. В целом я ничего плохого в этом не вижу. Потому что, например, пеку я довольно часто, но именно у меня это не идет в каком-то огромном количестве, так, чтобы я это ела каждый божий день, ну и так далее. Поэтому, ну вот сюда требуется масло, но сюда пойдет точно именно чисто масло. У меня в морозилке как раз очень хорошее лежит масло, и нужно бы его уже использовать. Поэтому сюда, так как это не печется, сюда, конечно же, только масло.
Вот такие были у меня покупки. Завтра я поеду еще на закупку, потому что не все приобрела. Нужны там как бы овощи, фрукты. Кое-что из бытовой химии необходимо. Ну и, соответственно, чтобы не тащить все это, я решила на 2 раза. Ну, а это видео буду завершать. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Всем пока-пока.